Особую роль в исламе играют брак, развод и современные вызовы. Брак в исламе — это не просто договор, а священный союз — мисак. Жена имеет право на брачный дар — махар, который принадлежит только ей, на уважение, доброе отношение и справедливость со стороны мужа, на сохранение своей девичьей фамилии и своего имущества. Многоженство — это одна из самых сложных тем. Ислам дозволил его в VII веке как решение социальной проблемы из-за войн, которые оставляли много вдов и сирот, но поставило жесткое условие — справедливое отношение ко всем женам, что, как признается в Коране, практически невозможно. Поэтому большинство мусульман сегодня считают это исключением, а не нормой. Право на развод есть не только у мужчины, талак, но и у женщины, хуль. Она может потребовать развода через суд, если муж не выполняет обязанности, жесток, импотент или отсутствует долгое время. Сегодня мусульманки по всему миру сталкиваются с двойным вызовом. С одной стороны, патриархальные традиции, которые часто выдают за нормы ислама. С другой — исламофобия и стереотипы западного общества. Самые прогрессивные из них ведут джихад, усердие, не с оружием в руках, а с книгами. Они получают образование, становятся учеными, богословами, алимеями, юристками и активистками, перечитывая священные тексты и возвращая себе право на их интерпретацию. Так, каково же положение женщины в исламе? Ответ неоднозначен, потому что между идеалом религии и реальностью культур часто лежит пропасть. Идеал ислама — это достоинство, духовное равенство, права на образование, собственность и уважение. Реальность во многих обществах часто искажается местными обычаями, невежеством и патриархальными структурами власти. Важно разделять эти два понятия. Когда мы видим угнетенную женщину, мы должны спросить, это требует от нее ислам или так сложилось в культуре этого народа? И самое важное, положение женщины в исламе — это не статичная картина, а динамичный и сложный процесс. Миллионы современных мусульманок являются живым доказательством того, что можно быть благочестивой, носить хиджаб и при этом быть сильной, независимой, образованной личностью, которая сама строит свою судьбу, опираясь на свою веру как на источник силы, а не ограничений. Давайте не будем судить о книге по ее обложке, а дадим самой книге рассказать свою историю.